Аня сидела на диване в их маленькой квартире, поджав ноги под себя. Рядом на ковре дремал Бим, лабрадор с золотистой шерстью, которого они с Глебом завели 1,5 года назад. Телевизор тихо бубнил какой-то сериал, но Аня не вслушивалась. Ее взгляд блуждал по комнате, пока Глеб, сидевший в кресле напротив, не выключил звук и не повернулся к ней. «Аня, нам нужно поговорить», — сказал он. В его голосе чувствовалась тяжесть, которой раньше не было. Она подняла глаза, ощутив, как внутри все сжалось. Что случилось? Глеб вздохнул, провел рукой по волосам, будто собираясь с мыслями. «Я встретил Иру. Ты знаешь, кто она. Моя первая любовь. И я понял, что до сих пор люблю ее». Аня замерла. Она помнила рассказы Глеба об Ире, девушке из его юности, с которой он расстался из-за какой-то ерунды. Но это было давно, до их с Аней 2 лет вместе, до их маленькой, но уютной жизни. «Ты серьезно?» Ее голос дрогнул, но она старалась не сорваться. «Да». Глеб смотрел ей прямо в глаза, и в его взгляде не было колебаний. «Прости. Я чувствую, что она моя судьба. Я должен быть с ней». Аня ощутила, как земля уходит из-под ног. 2 года, вечера за сериалами, поездки на озеро, споры из-за этого дурацкого дивана, который они выбирали целую вечность. Все это рухнуло в один момент. «После всего, что у нас было, ты просто уходишь?» — спросила она, чувствуя, как слезы подступают к глазам. «Прости», — повторил он, вставая. «Я так решил». Она сглотнула ком в горле, пытаясь удержать остатки гордости. «А что с Бимом? Ты заберешь его?» Глеб покачал головой. «Нет, оставь его себе. Я не могу взять его с собой. Ты бросаешь не только меня, но и собаку?» Ее голос сорвался, но он уже шагнул к двери. «Прости», — бросил он напоследок, и дверь хлопнула. Тишина обрушилась на нее, как удар. Бим, проснувшись от звука, подбежал к Ане и ткнулся мокрым носом в ее ладонь. Она обняла его, уткнувшись лицом в теплую шерсть, и прошептала: «Ну что, Бим, остались мы с тобой вдвоем». Слезы хлынули, и она дала им волю. Неделя прошла в каком-то сером тумане. Аня взяла отгулы на работе, почти не ела, сидела дома и смотрела в пустоту. Бим стал ее единственным якорем. Он ложился рядом, будто чувствуя ее боль, и тихо поскуливал, если она слишком долго молчала. Она перебирала в голове их с Глебом жизнь, пытаясь найти момент, где все пошло не так, но ответов не было. В воскресенье она решила, что хватит себя гноить. Натянув кроссовки, взяла поводок Бима и вышла на улицу. Пес радостно тянул ее вперед, и Аня, вздохнув, повела его в парк. У пруда Бим принялся гоняться за утками, а она села на скамейку, глядя на рябь воды. «Привет, Аня!» — раздался голос рядом. Она обернулась и увидела Диму, младшего брата Глеба. Высокий, с добрыми глазами и легкой улыбкой, он всегда был полной противоположностью своему резкому и импульсивному брату. «Привет, Дима!» Она попыталась улыбнуться, но получилось натянуто. «Как дела?» — спросил он, присаживаясь рядом. «Я слышал, что Глеб ушел к Ире. Мне правда жаль». Аня пожала плечами. «Не очень, если честно. Я все еще не могу поверить, что он так поступил». Дима кивнул, глядя на Бима, который носился у воды. Глеб всегда был таким. Сначала делает, потом думает. Но это не оправдывает его выбор. «Может и так», — Аня вздохнула. «А ты как?
Давно тебя не видела». «Нормально. Работаю, живу». Он улыбнулся. «Слушай, хочешь кофе? Тут рядом кафе, посидим, поболтаем. Тебе, наверное, не помешает отвлечься». Аня посмотрела на него. Дима всегда был к ней добр. Чинил кран, когда Глеб отмахивался, приносил пироги от своей мамы. Почему бы не согласиться? «Ладно, пойдем», — сказала она. Они взяли кофе и сели за столик у окна. Бим устроился у ног Ани, а Дима начал рассказывать о своей жизни, о новой работе, о том, как однажды застрял в лифте с коллегой и смеялся над этим целый час. Аня слушала, и впервые за неделю ее грудь не сдавливала так сильно. «Знаешь, я всегда считал тебя классной», — вдруг сказал Дима, глядя на нее. Глеб не понимал, что теряет. Аня смутилась, но его слова согрели. «Спасибо. Мне сейчас это нужно слышать». «Может, сходим куда-нибудь? В кино, например?» — предложил он. «Это что, свидание?» Она прищурилась с легкой улыбкой. «Ну, если хочешь, можно назвать и так». Дима засмеялся. Аня задумалась. «Глеб ушел. Я свободна. Почему бы не дать себе шанс?» «Хорошо. Давай сходим», — согласилась она. Следующие недели пролетели незаметно. Дима оказался не просто хорошим собеседником. Он был заботливым, внимательным, с ним было легко и спокойно. Они ходили в кино, гуляли с Бимом, который сразу полюбил Диму, виляя хвостом при его появлении. Аня чувствовала, как рана от ухода Глеба начинает затягиваться. Однажды вечером после ужина в маленьком итальянском ресторане Дима проводил ее до дома. «Аня, мне с тобой правда хорошо», — сказал он, остановившись у подъезда. «Я думаю, мы могли бы быть парой». Она посмотрела в его теплые глаза и улыбнулась. «Я тоже так думаю». Он наклонился и поцеловал ее, мягко, но уверенно. Аня ответила, ощутив, как внутри разливается тепло. С того дня они стали встречаться официально. Тем временем Глеб жил с Ирой, но его мечты о судьбе начали трещать по швам. Ира оказалась не той идеальной девушкой из воспоминаний. Она злилась по пустякам, требовала внимания, которого Глеб не мог ей дать. Он все чаще вспоминал Аню, их уютные вечера, ее смех, даже то, как она ворчала из-за его разбросанных носков. Однажды Глеб шел по парку и остановился как вкопанный. Впереди, у фонтана, стояли Аня и Дима. Они смеялись, держались за руки, а Бим прыгал вокруг, играя с поводком. Глеб почувствовал укол ревности. Он подошел к ним, стараясь выглядеть спокойным. «Привет, ребята». «Привет, Глеб». Аня посмотрела на него прохладно. «Привет, брат». Дима кивнул. «Вы вместе, да?» Глеб скрестил руки на груди. «Да, мы встречаемся», — ответила Аня. «Ты с моим братом? Это как-то неправильно». Его голос стал резче. Аня выпрямилась. «Ты сам меня бросил, Глеб. Я вольна жить, как хочу». «Именно», — добавил Дима. «Ты ушел? Так что не вмешивайся». «Но это мой брат. Это предательство». Глеб повысил голос. «Нет, это не предательство», — отрезала Аня. «Ты сделал выбор. Я сделала свой». Глеб сжал кулаки и ушел, не сказав больше ни слова. Внутри него все кипело. Он потерял Аню. А теперь она с Димой? Это было слишком. Той ночью Глеб не спал. Он ворочался, глядя в потолок, пока не схватил телефон и не набрал номер Ани. Было 2 часа ночи.
Аня проснулась от звонка, потянулась к телефону. «Алло?» — сонно пробормотала она. «Аня, это я». Голос Глеба дрожал. «Выслушай меня». «Глеб, что тебе надо? Уже поздно». Она села в кровати. «Я ошибся. Ира не такая, как я думал. Я скучаю по тебе». Аня закатила глаза. «Ты сам ушел. У меня теперь своя жизнь. Но я люблю тебя». Он почти шептал. «Давай начнем сначала». «Нет, Глеб, я с Димой, и мне хорошо». Ее голос стал тверже. «Он мой брат. Как ты можешь?» В его тоне мелькнула злость. «Это не твое дело. Спокойной ночи». Она бросила трубку. Но звонки продолжались. Каждую ночь Глеб звонил. То умолял, то обвинял. Аня рассказала об этом Диме. «Он сам виноват», — сказал Дима, обнимая ее. «Не обращай внимания». Но она видела, что Диму это задевает. Его улыбка становилась реже, а в глазах появлялась тень. Ольга, мать Глеба и Димы, всегда любила Аню. Когда Глеб ушел к Ире, она звонила Ане, утешала ее. Узнав, что Аня теперь с Димой, Ольга обрадовалась. «Сергей, ты слышал?» «Аня с Димой», — сказала она мужу за ужином. «Да, странно немного». Сергей нахмурился. «Но они взрослые, пусть сами разбираются». «Странно?» Аня замечательная, и Дима к ней хорошо относится. «Глеб сам все разрушил», — возразила Ольга. Глеб, узнав, что родители в курсе, пришел к ним. «Как вы можете это принимать? Аня с Димой — это ненормально». «Ты бросил ее, сын», — спокойно сказал Сергей. «Теперь она счастлива. Оставь их в покое». Но Глеб не мог смириться. Тем временем Ира подслушала один из ночных звонков Глеба. Она ворвалась в комнату, когда он говорил с Аней. «Ты умоляешь ее вернуться?» — закричала она. «Ты не любишь меня?» «Ира, я запутался». Глеб выглядел потерянным. «Тогда уходи. Иди к своей Ане, если она тебя примет». Ира выбежала, хлопнув дверью. Они расстались в тот же вечер. День рождения Ольги всегда был семейным праздником. Она любила собирать всех вместе, готовить любимые блюда и наслаждаться общим теплом. В этом году все осложняли натянутые отношения между Глебом, Димой и Аней, но Ольга надеялась, что вечер пройдет мирно. Аня и Дима приехали к родителям Димы утром, чтобы помочь. Ольга встретила их у порога с улыбкой. «Анечка, рада тебя видеть. Ты давно у нас не была, но все так же своя», — сказала она, обнимая ее. Аня улыбнулась, чувствуя благодарность за теплый прием. Сергей уже хлопотал во дворе у мангала и, увидев Диму, увел его обсуждать работу. Аня пошла на кухню к Ольге. «Помню, как ты ловко готовила салаты», — сказала Ольга, передавая ей миску и нож. «На прошлый Новый год твой оливье все хвалили». Аня засмеялась, но в ее голосе мелькнула грусть. «Да, Глеб тогда чуть все не съел один». Ольга кивнула, не заостряя внимание на прошлом, и они продолжили готовить в уютной тишине. Глеб приехал ближе к вечеру. Он принес цветы для мамы и бутылку вина. Поздоровался со всеми, стараясь казаться непринужденным, но его взгляд цеплялся за Аню и Диму. Они стояли у стола, болтая с Ольгой, и их легкость бесила Глеба. Он сел в стороне, наблюдая. Ужин начался весело. Ольга рассказывала смешные истории из детства сыновей, Сергей подшучивал, а Аня смеялась так искренне, что Глеб на миг забыл о своей злости. Но чем дальше шел вечер, тем больше он замыкался. Когда подали торт,
Ольга подняла бокал. За семью. За то, чтобы мы держались вместе, даже если это непросто. Все поддержали тост, но Глеб вдруг кашлянул и отставил бокал. «Мама, я хочу сказать...» — начал он, глядя в стол. «Я знаю, все делают вид, что все нормально, но мне тяжело. Не из-за праздника, а из-за всего». Тишина повисла в воздухе. Ольга посмотрела на него с удивлением. Сергей нахмурился. Аня, чувствуя неловкость, сказала: «Глеб, я понимаю, что тебе непросто. Но ты сам ушел к Ире. Это был твой выбор, и я не могу нести ответственность за твои чувства сейчас». Глеб поднял взгляд, полный усталости. «Да, знаю. Просто не думал, что будет так больно». Дима, молчавший до этого, положил руку на спинку стула Ани. «Ты мой брат, и я не хочу, чтобы ты страдал. Но мы с Аней не сделали ничего против тебя. Ты сам решил, как все повернется. Может, попробуем оставить это позади и быть просто семьей?» Глеб кивнул, хотя было видно, что ему неловко. «Да, может, и стоит. Просто дайте мне время». Ольга подошла и обняла Глеба за плечи. «Ты мой сын, и я хочу, чтобы ты был счастлив. Не держись за прошлое вечно, хорошо?» Сергей хлопнул его по спине. «А если будешь хандрить, сам тебя на рыбалку вытащу. Хватит киснуть». Глеб слабо улыбнулся, и напряжение начало спадать. Вечер закончился спокойнее. Глеб помог убрать посуду, а перед уходом подошел к Ане и Диме. «Я не обещаю, что сразу смирюсь», — сказал он. «Но я попробую. Вы берегите друг друга». Аня кивнула, ощутив облегчение. «Спасибо, Глеб. Это много значит». Дима пожал брату руку. Жест простой, но теплый. Когда гости разошлись, Ольга сказала Сергею: «Кажется, мы все-таки останемся семьей». Сергей хмыкнул. «С такими упрямцами? Куда они денутся?» Прошло 3 месяца. Аня и Дима стали неразлучны. Гуляли с Бимом, планировали поездку на море, строили планы. Глеб после того вечера начал отходить. Он познакомился с девушкой на работе, спокойной, доброй. Она не была Аней, но с ней ему было комфортно. Он учился жить без оглядки назад. Однажды в парке он увидел Аню и Диму. Они смеялись, Бим носился за мячом. Глеб остановился, посмотрел на них и впервые улыбнулся без боли. Он понял, что сам выбрал свой путь, и теперь пора идти дальше. Аня, заметив его взгляд, подумала: иногда нужно отпустить прошлое, чтобы жизнь сложилась заново. Лучше, чем раньше. Она взяла Диму за руку, и они пошли дальше, оставляя тени прошлого позади. Глеб развернулся и пошел своей дорогой, навстречу чему-то новому. Если вам понравилась эта история, поддержите видео лайком. Подписывайтесь, чтобы не пропускать новые выпуски, и жмите на колокольчик, чтобы первыми узнавать о выходе свежих видео. Пишите в комментариях свое мнение. Нам важно услышать вас. Спасибо, что смотрите.